Привет, друзья! Давно не виделись. В сложившейся ситуации, к сожалению, не получается у нас попасть на воду. Мы уже 4 месяца как без рыбалки. То бишь, по нашим законам мы можем ловить в наших окрестностях, но, к сожалению, воды у нас подходящей нету в окрестностях, поэтому мы не ездим на рыбалку. Значит, есть пару хороших новостей, которые хотел бы с вами поделиться. Ну, в первую очередь, у нас уже более 100 подписчиков. Это огромное спасибо вам, значит, вашим подпискам, комментам, лайкам. Вот. Спасибо огромное. Я думаю, что мы будем расти и радовать. Мы будем радовать вас в первую очередь, а вы будете перенимать, может, какой-то опыт, будете делиться своим опытом, значит, с нами. А также вторая хорошая новость, что вроде бы очень скоро, в конце этого месяца, нам разрешат, еще не точно, выезжать. И тогда, я думаю, мы уже начнем пополнять, значит, наши видеоколлекцию другими видео с рыбалками, отчетами. Но, к сожалению, попадаем, значит, в закрытый сезон, так как у нас 15 марта закрывается сезон ловли на реках. А мы попробуем как-то это показать немножко другого вида, значит, рыбалку. Ну, посмотрим, как это получится. Будем мы сегодня вязать с вами достаточно известную и, по сути, во всем мире рабочую муху, она называется Sage. Поймите, то есть без всяких претензий, это не то чтобы самое лучшее или самое худшее, это, скажем так, вариант, к которому я пришел со временем, буквально там, недели полторы-две тому назад, которая меня удовлетворила, значит, своим качеством, как она, значит, плавает и так далее, и так прочее. Вот, посмотрите, попробуйте, может, вам понравится. Ну, в принципе, короткое вступление, значит, мы сделали, а сейчас давайте переходим к вязанию мушки. Берем крючок. Вот я пользуюсь такими крючочками от Tiemco. Вставляем его, значит, пассатижи, как всегда. Ниточка у нас такая вот 18,0. Можно и толще, нет проблем. Я привык нею вязать. Фиксируем ее. Также прогоняем ее несколько раз в разные стороны. Обрезаем нитку. Так, теперь берем перо CDC любого цвета. Я делаю коричневого тела, а также вот немножечко пятижановского флотанта на пальчик, и сразу это перо, значит, обрабатываем флотантом, чтобы, значит, внутренняя часть, значит, этих остей уже были смазаны. Привязываем его к крючку, прихватываем, точнее, и фиксируем его, значит, на крючке. Стараемся, чтобы у нас ничего не торчало. Парочка фиксирующих узликов. Наша нитка никуда не убежала. И отставляем нашу ниточку на подставку сбоку. Берем наш перодержатель. Фиксируем перо и начинаем его немножечко крутить. И благодаря нашим тискам мы можем каждый раз, когда проворачиваем, не туда, каждый раз, когда проворачиваем, доворачивать перо параллельно. И тем самым мы получаем сегментацию, и оно утолщается по мере того, как приближается к глазку крючка. Имеется в виду, тело утолщается. Немножко надо аккуратно с этим быть, так как
CDC любит лопаться, то есть отрываться в процессе. Вот поэтому немножко с чувством. Так, стараемся домотать его почти до самого глазка. Так, это мы сделали. Теперь, не снимая пера, берем нашу ниточку и фиксируем перо, значит, на крючке. Не обращайте внимания, что у нас CDC немножечко в разные стороны. Это все нормально, это мы сейчас поправим. Так, берем наши ножнички. Начинаем это все дело подчищать. Так. Вот нижнюю часть, которую я сейчас убираю, можно оставлять. Кто-то любит оставлять, кто-то нет. Я люблю убрать, так как я потом ножки делаю отдельно черным цветом. Но это вы увидите в конце. Аккуратненько это все подрезаем. И сейчас проматываем. Вот наше тело. CDC перышко. Оно имеет коническую форму такую, так, вот, и имеет сегментацию. Можно добавить еще люрекса между сегментами, но я этого не делаю, так как мне нравится так, когда она без всяких блестящих элементов, более натурально. Единственное, что при вязании, значит, таких мух желательно иметь неплохие острые ножницы. Вот какие именно, ну, я рассказывать не буду. Так, на следующий шаг, значит, нам будем ставить крыло. Так, вот, если вы тут видите, я уже подготовил 3-4, значит, перышко CDC натурально. Вот у меня вот такое вот CDC, оно не крашено, ничего, я его самое большее обожаю. Оно изумительно плавает и вообще, ну, то есть самое-самое. Единственный минус, достаточно маленькие, короткие, значит, перышко. Ну, для размера мух, которые я использую, оно прекрасно. Значит, ложим, стараемся одно на другое приблизительно. И сейчас будем ложить сверху, значит, наши мушки. Pinch and loop. Зафиксировали. Немножко съехало, можно добавить, значит, ногтем подогнать его выше. Так, прихватили и начинаем фиксировать. Поднимаем перышко с двух сторон. Смотрим, зафиксировали хорошо. Обрезаем то, что нам не надо. Аккуратненько, чтобы не обрезать нитку. Так. И приматываем это все к цевью крючка. Вот наше крылышко. Теперь, что мы делаем? Мы берем вот такое перышко. Значит, как его делать, я вам покажу чуть-чуть позже. Это куропатка, патридж, и просто силиконом обработано и высохло. Это все отличный материал, классно работает. Немножечко, конечно, надо там его, значит, чтобы он высохло, там немножко руки попачкать. Ну, в принципе, небольшая проблема для нормального нахлыстовика. Значит, немножко его, вот видите, он такой под углом. Я его прижал после того, как он высох. Вот. И сейчас для того, чтобы мы его зафиксировали и он стоял так, как нам надо, значит, приблизительно мы должны его фиксировать не здесь где-то, а ближе к центру, так как мы хотим захватить вот эти вот боковые, значит, стороны, и чтобы у нас мушка закрылась.
То есть получилась полностью имитация, как у Сейджа. Только для начала мы подгоняем ниточку немножечко сюда. Значит, накладываем сверху. Так, приблизительно. Вот, прижимаем. И сначала пару раз проматываем и потом уже начинаем протягивать. Так, протянули и смотрим, чтобы у нас с двух сторон более-менее одинаковое было. Так, у нас это получилось. И тогда начинаем уже затягивать. Но во время затяжки обязательно надо держать вот под крылья с CDC внутри, потому что оно может провернуться немножко. Вот это сделали. Опять же поджимаем остаток наверх. И немножечко поматываем и здесь тоже. Вот, мы обрезали, значит, наше крыло и начинаем полностью его, значит, фиксировать, и этим самым делаем головку. Видите, вот так. Если нитка скользит, она немножечко скользит, немножечко, значит, вакса ставим туда. Еще раз проверим, ничего у нас никуда не уехало. Отлично, отлично. Так. Теперь берем две ости вот такого вот Moose Body Hair. Это лось, я так понимаю, или правильно даже не лось, а все-таки мус, правильно, если я насколько знаю, есть разница между ними. Значит, вот отрезаем вот две таких вот. Это у нас будут антенки. Только надо опять нитку привести сюда. И немножечко вакса все-таки поставим. Значит, ставим по обоим бокам мушки. Каждую из этих осей. Будем называть уже их антенками, давайте. Так. И сначала просто фиксируем, чтобы они там держались, никуда не ездили. И теперь нам надо приблизительно длину всей мушки, антенку сделать, ну, длиной мушки, думаю, больше смысла нет. И стараемся, значит, ложить ее так, чтобы она была не сверху крючка, давайте даже в этом разрезе, не сверху крючка, чтобы они ложились, а с каждой стороны. И тогда они будут красиво в бок смотреть. Так, немножечко подровняем, вот так лучше, и начинаем прижимать. Так, это есть. Теперь можно свободно их обрезать. Отлично. Бросим петлю одну, чтобы наша конструкция никуда не уехала. Так, есть. Берем иголку и делим нитку пополам. Ну, как вы уже догадались, мы будем вставлять туда CDC. Опять же, немножко вакса на нитку. И я имею вот подготовленное просто черное CDC уже в клипсе. Вот. Вставляем ее внутрь нитки. И крутим бобинку. И начинаем наматывать вокруг, нашего крыла, крючка, и отодвигая
значит, осточки, значит, то CDC взад. Есть. И заканчиваем нашу, значит, муху, вязание нашей мухи, значит, возле, поднимая наши антенки. Значит, опять же, если немножечко вы много дали или оно съехало, аккуратненько ногтем, значит, уберите, нажмите, чтобы оно немножко сместилось. Муха от этого хуже не станет, а будет намного аккуратнее. Ну и вот, берем наш узловяз и фиксируем. Обрезаем. И наше вязание практически закончилось. Ну, антенки в порядке. Сейчас начинаем стричь ее. Значит, будьте осторожны, чтобы не обрезать антенки. Вот. Верх нам по сути не нужен будет. Его можно сразу обрезать. Вот. У нас низ тоже, но для низа нам сначала надо делиться с ножками, сколько и какое количество ножек мы оставляем. Вот этого достаточно. Я думаю, сейчас вы в профиле будете видеть. Этих ножек достаточно. Значит, а сейчас что мы делаем? Мы берем и подрезаем наше крыло прямо сверху. Раз. И снизу CDC 2. Немножечко подчищаем ту CDC, которая стоит, торчит точнее. И все. Наша мушка готова. Ну, а сейчас мы, как мы договаривались, ребята, я вам покажу, как делаются эти перышки для наших, значит, верхней части крыла. Вот, значит, перышко партриджа, куропатки. И тут просто я в шприц набрал обыкновенный силикон, прозрачный силикон. Единственное его отличие, наверное, от любых других, это то, что он пищевой, то есть он не вредит, можно, если там попадет там, значит, или в рот, или еще в глаз, то есть он не вредит, он есть токсичный. Вот. Все, что мы делаем, значит, немножечко силикона на палец, разминаем его в пальчике и начинаем, значит, наше перо промазывать его силиконом. Единственное, что мы должны были сделать, я не снял, значит, нижнее оперение этого перышка. Так, сейчас порядок. Берем с самого низа и это промазываем. Единственное, вот так это делать неправильно, сильно его сжимать, так как нам надо будет для того, чтобы у нас достаточно широкие крылышки, чтобы они на бока нормально прикрывали, нам надо не делать их, значит, узкой формы, а немножко такой широкой листообразной формы. Что мы делаем? В процессе, значит, просто берем бока немножечко, разминаем и заворачиваем, значит, таким образом. Вот, мы поменяли форму, немножечко тут снизу, поменяли форму нашего перышка. И не забывайте, что, значит, в основном мы будем использовать отсюда и до сюда, так как это обрезается в конце, а здесь мы будем, значит, привязывать нашу, значит, к мухе со стороны головы. То есть эта часть и эта часть будет обрезаться. То есть полезная часть, вот она вот находится вот здесь. После того, как мы это сделали, мы берем и откладываем, значит, наше перышко, как правило, на сутку, чтобы силикон высох.
И потом в итоге вот у нас получается вот такое вот перышко засохшее. Вы можете с ним делать что хотите. Ломать, крутить, вертеть, вот даже сминать. Оно все равно держит свою форму. Видите, и я надеюсь, что форель его тоже не будет так сильно уничтожать. Значит, и оно будет держаться долго и приносить нам удовольствие визуальное в наших мушке. Ну что, ребята, связали вы нашего сейджика. Еще пару слов о мушке. Вот смотрите, огромный ее плюс, почему она так хорошо плавает. Она, поверьте мне, очень хорошо плавает. И она очень реалистична. Во-первых, за счет количества воздуха, которое, значит, между CDC и крылом. То есть здесь это все полое, и воздух находится здесь просто в огромном количестве. Также, ну понятно, то есть тело CDC пера, так? Значит, у нас имитация ножек CDC. И я вам скажу честно, немножечко я забыл прижать, значит, антенки. Вот эти вот две антенки и вот это все тело, оно настолько стабильное и настолько, значит, отлично садится на воду. Я вот пробовал, просто шикарно. То есть из 10 раз она садится так, как надо. И характерно, вот нижняя часть немножко притоплена. И само крыло, она красиво вот лежит вот так вот, что даже вот эта вот часть, она немножечко торчит над водой. Короче, так, как в реале, когда сейдж садится на воду, ну просто изумительно получается. Вот. Я бы посоветовал бы вам связать, ну как минимум для пробы, такую мушку. Там уже свою отсебятину вы можете в комментах оставить, как она у вас работает, как она лежит на воде. Вот. У меня, ну, стоило мне немножко времени, чтобы я вот дошел до этого, так как вы знаете, что мушки у нас должны быть достаточно реалистичные, они достаточно реалистичные, так как вода у нас очень чистая и достаточно такая спокойная, чок-стрим. Вот. Поэтому я и стараюсь доводить до идеала вещи, которые многие, значит, могут посчитать, что это не надо. Ну что, ребята, закончили мы вязать нашу мушку. Вам огромное спасибо за внимание, за ваше время, за вашу поддержку. Ну и, как всегда, пожалуйста, подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте мой любимый колокольчик, чтобы вы знали, когда выходит видео. Если вам понравилось, ставим лайк. Ну и до скорых встреч. Пока.